дорогие мои девочки и мальчики, я вышла с работы. У нас погода просто жесть. Ливень. Утром шла на работу. Ну, вы знаете, да, что я работаю сейчас уже один день в недельку, потому что вторую я оставила. А оставила потому, что второй тете, кому я ходила помогать, пожилой женщине, ей устраивало время только с 3 часов дня. Остановилась, чтобы одеть наушники, потому что пошел очень-очень сильный дождь. И вам меня будет просто не слышно. Ну, в общем, я вам говорила, что я оставила вторую работу. Буду даже кричать. Потому что бабуля хотела. Ну, бабуля, ей много лет, но она выглядит, знаете, как я. Мне тоже много лет. В общем, она хотела, чтобы я приходила с 3 часов ей помогать дома. Я уже говорила, у нее дома как в музей, такая красота, чистота, ну просто музей, да. Ну и что? Я как раз каждый день сейчас очень занята бываю с Миланой. Ну, не то, что бываю занята с Миланой, а я просто бываю у нее каждый день. И мне хочется после обеда, особенно вот после... Вот я сейчас еду с работы, я, естественно, еду к ней. Она говорит: мам, иди сюда, покушаем вместе. Она что-то там готовит. Ну, чтобы посижу с ней хотя бы часа 2-3. И ближе уже к вечеру, уже когда ее супруг будет ехать домой, я тоже отправлюсь домой. Вот поэтому, не то, что я там не хочу. Да и потом в 3 часа с 3 до 6, иногда до 7. Мне далеко от нее ехать домой, и уже бывает темно. Я не люблю в темноте вот это вот катание вот такое. В общем, и поэтому я ее убрала. И осталось только с одной, другой семьей, муж и жена. Они тоже взрослые, ну не такие пожилые, но взрослые. Поэтому только вот по пятницам, один раз в недельку я сейчас хожу туда. Ливень, конечно, утром я когда туда ехала, просто ничего видно не было. Я даже на минуту и запотели здесь, и запотела сзади. И все, ничего не было видно. Ну, аж перенервничала я всю дорогу, потому что в дождь они и так все ненормально ездят. А в такой ливень они еще хуже ездят. В общем, кто хочет быстрее проскочить, тот и проскакивает. Вот так вот. Так что еду к Милашке. Мы все в ожидании. Еду к Милашке на обед. Потом поеду домой, у меня там уже тесто, буду печь хлебушек. Я не знаю, я вчера его так поздно делала, этот хлебушек, что просто оно у меня, наверное, я его не доделала как положено. Один хлеб сформировала, уже было час ночи, а другой я просто в миске я его просто так и оставила. В холодильник засунула целиком, и все. Ну все, девочки, увидимся попозже. Ну что, девочки, прибежала я после Миланы, поспала хорошенечко, сладко так хорошо отдохнула. Вытащила тесто, поставила его сюда, когда пришла. Ну а сейчас вот думаю, у меня сил уже вчера его не было формировать. Поэтому я его прям вот так и оставила. Сейчас наделаем мы с вами что? Чабаты, наверное, наделаем. Потому что тесто уже вон оно все в пизеречках. Сейчас я сюда муку поставлю, насыплю. Конечно, оно еще очень холодное, но ничего, сейчас будем его догревать. Так, его вывалю сейчас сюда. Ой. Давай, дорогая.
Давай, моя красавица. Вот смотрите, какая она вся пузырчатая у меня тесто. А все дело в том, что закваска подошла, закваска уже была на пике, уже один раз я ее перезагрузила, то есть перекормила, второй раз уже опять подошла и уже опять на пике, и вот все из-за этого, что до утра она бы у меня опять опала, села. Ну, в общем, давай. Ой, вот так. Молодец. Молодец. Вот, и думаю, мне надо вот так сейчас наделаю вот таких прекрасных чеботинок. Ну, сделаю как треугольные хлебушки, вот делают они. И все, я уже их тоже делала, чтобы не заморачиваться. Пусть оно еще должно подогреться, да, оно еще очень холодное. Хоть оно уже у меня тут стоит часа 2, наверное. Но 2 очень мало. И будет у нас опять хлебушек. Вот так его хорошенько обваляем. Вот. И все. И будет красота такая. Красота. О, вот так. Чтобы много. Сейчас я, наверное, коробку свою квадратную на нее прям накрою. Пусть она дальше подогревается. Так, вот моя коробочка. Конечно, оно чуть-чуть побольше коробочки стало. Ну, ничего. Мы так сейчас его... Оп, оп, о, прекрасно. Вот и согревайся теперь там. Конечно, тесто получилось, безусловно, очень-очень хорошее, но это я была виновата, что поздно его готовила, и не было у меня уже сил, до часу просидели, и Массимо не шел спать, потому что ему тоже сегодня на работу, и мне на работу, в общем, ничего страшного, вот так тоже делают, вот так тоже делают. Сейчас попробую испечь тот один хлеб, который я хотя бы один сформировала. Сейчас его спеку. Прошло еще 30 минут где-то, минут 40. И решила я прямо здесь пока сделать формовочку. Формовочку своим, так сказать, порежу их сейчас вот так на порционные кусочки своим хлебушком и расставлю их пошире. Сейчас муку добавлю. Вот так. И накрою их просто целлофановыми пакетиками, так сказать. Потому что я вижу, они хотят расходиться, а им тут негде под моей коробочкой двигаться. Так что я их вот так пусть мытаются, а я их потом вот так. Хорошие хлебушки. Надо еще добавить что? Манной крупы. Вот, чтобы было прям совсем хрустяще. Опс, вот сколько ее внизу там. Видите? Вот так. Манной крупы сейчас добавим. Вот. Чтобы они были прям хрустящие такие хлебушки. Ну-ка, давай. Оп. Уберем лишнее отсюда. Оп и оп. Вот так. И это тоже. Просто вот так разделю. Кому какие кусочки нравятся, потом в употреблении так и делайте, девочки. Это не принципиально. Ну, прям, чтобы вот, раз это по-итальянски, то должно быть прям, что, дизайном, что ли. Вот. Вот так. Пусть они тут еще себе... Ой, сколько я муки накидала. Сейчас сделаем раз.
Конечно, в идеале, если бы это все подходило. Так, надо вот этот более тогда уже прямоугольный сделаем вот так. Себе так вот. Я их потом аккуратненько перенесу и на противень. Все, вот они мои будут хлебушки. Сейчас я их... Надо было манку смешать с мукой. Вот у меня манка, девочки. Я их просто вот так сейчас сверху обдам, чтобы у них была такая хорошая корочка потом. Ну, корочка она и так будет, но все равно. Пусть себе. И пусть себе отдыхают. Пока у меня, значит, растаиваются мои хлебушки маленькие, чеботины мои, я тут займусь одним хлебом, который я вчера все-таки в час ночи сделала. О, такой он у меня получился. Посыпаю сверху мукой. Я муку делаю для того, чтобы красиво нарисовать. Мне очень нравится. Мне очень нравится этот момент рисования. Вот. Вот так. Ну и все. И теперь самый важный надрез, который должен потом распахнуться почему-то. И отправляем запекаться, как обычно. Вы уже все знаете, я просто специально не повторяюсь, чтобы вам не надоедать. Красота, красота. Вот, девочки, мой хлебушек готов. Конечно, ему тоже что-то не хватало, что он очень хрустящий. Горячий. Ну вот, слабая у меня печка. В общем, вот так. Вот такой у меня замечательный, красивый, вкусный хлебушек. Ну, а тут готовятся к заходу в печку мои другие хлебушки. Смотрите, какая красота. И вот так спокойненько можно сюда положить все, что хочешь. Колбаску, сыр, зелень, салатики, листья салата. И, пожалуйста, бутерброд готов. Сейчас Массимо уже пришел, он уже в душе. И сейчас он, как только их увидел, говорит: я больше ничего не хочу, хочу только... Сейчас положу сюда, говорит, салями. Девочки, ну все, мои выпекания на сегодня закончились. Все. Вот столько у меня их получилось. Вот столько у меня их получилось. Все. Вот такая красота. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какая красота. Сколько хлебушка, ура! О, видите, какой красивый. Смотрите, горячий-горячий. Красотища-то какая! Ну и все, и сейчас будет наслаждаться товарищ. Все, дорогие мои девочки и мальчики, на этой прекрасной, волшебной, вкусной ноте я буду заканчивать свое видео. Огромное всем спасибо, что были со мной.
Желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. Улыбайтесь почаще, радуйтесь жизни. И будет у вас все просто замечательно. До новых встреч, дорогие мои друзья. Пока-пока.